Итак, здравствуйте, дорогие товарищи. Помните, мы пару дней назад говорили о системной регулировке пианино, механике пианино. И я на одной клавише, на одной ноте устанавливал друг, выбирал оптимальный штайнинг, аутсайзирование делал, полуход. Вот. И, собственно говоря, по этой фланговой клавише я сделал регулировку абсолютно всей механики. То есть она мне явилась как бы контролем. Ну, давайте еще раз приблизимся к ней и посмотрим. Вот смотрим на этот шпилер, как он выходит. Друг есть, нах друг есть, вот он, срыв хороший. Вот такой, типа как щелчка. Ну, что мы имеем? Давайте посмотрим, что мы имеем. Мы имеем нормально где-то 48,5 или 48. Это даже не принципиально. К этому шаблону я прибавляю. Ну, вот видите, шаблончик, и там немножко зазор. Я думаю, что это 47-48. Очень неплохой мне получился друг. Где-то так 10, наверное, 10 плюс 0,5. Естественно, я еще продавливаю. Шпилер люфт. Ну, как вы видите, полуход демпферный я это сделал по той же фланговой клавише. Вот. Когда делал захват фингеров, то у меня немножко еще приходилось дорегулировать глубину клавиши при помощи шайбочек. Да, я еще забыл сказать, что как еще можно штайнинг сделать или хороший друг. При помощи, ну, допустим, замена или не замена, а убирать маленькие шайбочки. Но видите, тут на старом пианино их вообще не осталось. Тем более шайбочки эти примятые. И поэтому убирать для обеспечения более глубокого друга шайбочки и хорошего нагдруга оказалось нереально. Потому что, ну, уже нечего было. Вот посмотрите, тут некоторые даже есть клавиши вообще без шайб. Только одни друг шайбы фильцевые, бумажных нет. Следовательно, мы рассматриваем вариант только расчет подкручивания пилота. И, если это необходимо, подкладывание флеек бумажек под середину клавиши. То, что дает нам возможность сделать более глубокий увеличенный друг. Ну, собственно, и все. Ну, давайте, смотрите. Игра очень комфортна для пальцев. Я сделал именно под себя, для себя. Даже, скажем, звучание. Ну, естественно, я его поднастроил. Давайте посмотрим, как это все дело у нас звучит.